Информационная служба телеканала ВТТКР продолжает свою работу. В эфире «Большие вести», в студии Савелий Афенцев и главные темы этого февраля коротко. Замедление работы Телеграма в России. Новые подробности ограничения работы мессенджера. Перемена ребрендинга в Робизнесе. Кто из проектов Робизнеса произвел ребрендинги? Новый аэропорт Пулково города Санкт-Петербурга был предоставлен в Cloud Airways. Новые направления, а также другие новости авиакомпании. Релизы в Roblox Tech. Все новинки в нашем обзоре. Масштабный снос игр в Roblox, связанных с сетью ресторанов «Вкусная точка», а также дальнейшая волна с просьбой удаления товарных знаков от правообладателей. Смена руководства в СНГ News Roblox, масштабные косяки Планета News и другие новости Росми. Дальний Восток получит первый самолет Ил-114-300 в 2026 году. Между Сочи и Оманским Маскатом летом запустят прямые авиарейсы. Ограничение работы Телеграма в России и новые подробности. Напомним, что 10 февраля Роскомнадзор замедлил работу Телеграма на территории страны. Как и было ожидаемо, всплыла огромная волна критики, к которой РКН готовился. Перенесемся на 12 февраля, когда уже прошло двое суток после замедления мессенджера. Неизвестные активисты закрыли центральный офис Роскомнадзора велосипедным замком и повесили плакат, который говорит о несправедливой блокировке. 5 сутками спустя у этого же места неизвестные лица запрятали колонку, из которой доносились высказывания депутата Госдумы Сергея Миронова, который выступил против блокировки мессенджера. Но теперь вернемся к основным подробностям замедления. 18 февраля прошло заседание Минцифр, где главной темой на повестке дня стало замедление Телеграма. Хотим отметить важные из заявлений главы Минцифр Максута Шадаева. К перепискам в Telegram имеют доступ иностранные спецслужбы, отсутствие контакта с Минцифрами и невыполнение требований. Также в РКН заявили, что команда мессенджера отказывается наперерез выполнять условия законодательства. Кроме этого, пошли слухи о блокировке мессенджера с 1 апреля, но Роскомнадзор промолчал. 24 февраля дошла информация, что на основателя Телеграма Павла Дурова может повеситься уголовное дело о пособничестве терроризму, а вместе с этим признание соцсети экстремистской, как это было совершено с продуктами корпорации Мета и Твиттером, заявил экс-советник Путина по интернету Клименко. Уже к вечеру 24 февраля Павел Дуров подтвердил заведение дела на него. Процитируем его сообщение. Россия возбудила против меня уголовное дело за пособничество терроризму. Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа. Несмотря на возможную блокировку Телеграма в России, наша команда продолжит свою деятельность. Ребрендинги в РО-бизнесе. Начнем с проектов РО-транспорта. Проект по железнодорожной тематике под названием «Таврия» в руководстве Husky King изменили свое направление на РО-авиацию и стали UTR Aviation. А позже из-за присутствия конкуренции с проектами, имеющими похожее название, авиакомпания произвела ребрендинг в JetSmile, под брендом которой сейчас позиционирует. Перейдем к недолговременной смене тематики проекта UTR Aviation, который обосновался как ОАО РЖД Roblox, а позже как и Таврия. Но спустя менее чем 2 недели проект вернулся к первоначальной тематике. Ну и затронем Робизнес, где сеть кофеен Перкап решила сделать ребрендинг под изначальный проект под названием Burger King. Cloud Airways. Новости авиакомпании. Как мы и говорили в выпуске Вестей в 11:00, авиакомпания провела ивент, посвященный неделе лунного Нового года. Во время празднования этого события должен произвестись рейс из Москвы в Шанхай, но из-за технических проблем был изменен не менее интересный маршрут по направлению из нового аэропорта Красноярска в Шанхай.
После проведения рейса авиакомпания заявила о переработке воздушного судна Airbus A350-900. Не отходя от темы ивентов, 25 февраля авиакомпания объявила о начале рейсов в Южную Корею. Первым таким рейсом станет полет из Красноярска в Сеул, который пройдет 1 марта. Но затронем еще одно не менее важное событие в авиакомпании. Это презентация нового аэропорта вылета Пулково, который был разработан разработчиками из Oasis Airlines. Не отходя от темы, кроме Пулково, Cloud представили спойлеры аэропорта вылета города Якутска. ЦО «Вкусные точки» начали сносить игры в Roblox за использование их товарного знака. Начиная с 21 февраля, авторы игр в Roblox, которые имеют тематику, связанную с сетью ресторанов «Вкусные точка», столкнулись с серьезной проблемой в виде ДМК, запросов со стороны центрального отдела реальной вкусной и точки. Под удар попали популярные игры в виде «Вкусные точка» в городе Тюмень, Березка и Печора. Кроме этого, если сейчас зайти в поисковик Places в Роблоксе, то игр на тематику «Вкусные точки» остались единицы. Напомним, что первыми под такой удар попал NQCR в конце января, когда он получил блокировку не только на игру, но и на телеграм-каналы, связанные с ним. Позже, 25 февраля, стало известно, что другим проектам начали приходить сообщения с похожим контекстом. Просьба удалить все связанные с товарным знаком бренда. Под это попали проекты Magbuy и Екатеринбург Expo Awards. Смена руководства в СНГ News Roblox, косяки в Planeta News и другие новости Росми. Пройдемся по всему по порядку. Начнем с новостей о смене в СНГ или же СНР. После ухода основателя проекта Максима, проект перешел в другие руки и превратился в полную офф-топ анархию. Но позже недавнешнего сноса проекта его же редакторами понятие как проекта СНР временно пришло в молчание. Но уже быстро скоординировавшись, проект перешел в новые руки. Руководителем стал Юрий Шныров, который владеет проектом Монинской ЖД. Переходим к Planeta News. Хоть и проект, по мнению многих, уже был не совсем стабильным, но он пробил отрицательную планку в минувшую субботу, когда на канал была совершена спам-атака гифками с непристойными материалами, но ситуация более-менее быстро решилась. И завершим нашу сводку Росми новостей новой телепрограммы УГТКР. 21 февраля у ГТКР вышло новое разговорное шоу «Вечер России», которое начал вести Артем Маргацкий. Шоу стало примерной адаптацией утреннего, которое выходило в эфире ранее. Кроме новой программы, был проведен долгий эфир, который продлился практически 5 часов. Во время него был показан новый репертуар вестей в дневном оформлении. Новинки в Roblox-тэчах. Начнем с российского сегмента. SGR Systems представили новый бесплатный продукт. Им стал City Beaver XC5, который стал своеобразным дебютантом в своей среде. Сам продукт предоставляет в себе поломоечную машину, которую можно использовать в РП-проектах. Кроме этого, SGR представили фото еще одного бесплатного продукта в виде эскалатора, которого, по всей видимости, ожидает обновление. Помимо нового продукта, Sensmatic сделали неоднократные розыгрыши. Ну а теперь перейдем к обзору не менее интересных событий, которые произошли на этот месяц. Теремок Roblox совместно с авиакомпанией Победа объявили о блинном рейсе, который пройдет по маршруту из Кирова в Санкт-Петербург на самолете Boeing 737-800. Со стороны Теремка будут представлены тематические позиции в виде блинов, а также фирменные напитки. Телеканал ТН вернулся в эфир и одновременно с этим начал постройку собственного телецентра в Роблоксе. Ну и завершим наш обзор разархированными материалами в СТК, на которых были изображены реакция коалиции «Новая эра» о том, что парад Победы 2024 года в Roblox, организованный сотрудничеством, попал в телеграм-канал Екатерины Мизулиной, и кадр с президентской гонки 2024 года, в которой было зарегистрировано 9 кандидатов, что стало самыми многочисленными выборами на то время. Ну а это большие вести, смотрите далее в нашей программе. Дальний Восток получит первый самолет Ил-114-300 в 2026 году. Между Сочи и Оманским Маскатом летом запустят прямые авиарейсы.
В РФ с 1 марта вводятся правила перевозок для туристических поездов. В эфире «Большие вести», продолжаем выпуск. Первые самолеты Ил-114-300 поступят на Дальний Восток уже в 2028 году. Они заменят Ан-24 и Ан-26. Об этом сообщал вице-премьер Юрий Трутнев. Нам нужно на Дальнем Востоке порядка 20 бортов Ил-114-300 для замещения устаревших Ан-24 и Ан-26. Это поможет сохранить пассажиропоток, а при необходимости его и увеличить. Что касается готовности, то коллеги из Минпромторга АО «Ил» доложили о том, что все основные испытания проведены, самолет физически готов. Поставки следующих партий самолетов эксплуатантам намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления, сказал он журналистам. Вице-премьер отметил, что самолеты на Дальнем Востоке очень нужны. То, что появился Ил-114-300, что он прошел испытания и готовится к выходу на линии межрегиональных авиаперевозок, это очень важно, добавил он. Кроме этого, самолет прошел испытания в Якутии при температуре минус 50 градусов, а также произвел посадку на экстремально заснеженной взлетно-посадочной полосе. Напомним, в 2016 году было объявлено о модернизации проекта. Обновленный Ил-114-300 получил новые двигатели ТВ-7-117СТ, современную авионику и улучшенные характеристики. 16 декабря 2020 года состоялся тестовый полет данного самолета. Со 2 июля 2026 года авиакомпания Aman Air запустит регулярные рейсы Маскат-Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани города-курорта. Полеты будут выполняться еженедельно круглый год на бортах Boeing 737-8 MAX. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, вылеты из Маската запланированы по четвергам, а из Сочи по пятницам. Билеты уже в продаже, стоимость почти от 15 тысяч рублей. Туроператоры ожидают рост въездного турпотока. Интерес к России в Омане активно растет, а Сочи логично вписывается в запрос ближневосточных туристов на летний прохладный отдых, горы, зелень, морской климат. В фокусе, по прогнозам, будут горный кластер и Красная Поляна, рассказали в Атор. Ожидается, что рейс будет востребован и у россиян. Для жителей юга страны Сочи удобный вылетный хаб, а прямое сообщение с Маскатом упростит поездки в Оман и транзитные путешествия в страны Индийского океана и Юго-Восточной Азии. Новые правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам вводятся в России. Соответствующий приказ Министерства РФ должен вступить в силу с 1 марта. В частности, пассажиры турпоездов не смогут делать остановки по маршруту с продлением билета. Согласно новым правилам, пассажиры теперь не смогут делать промежуточные остановки в пути следования турпоезда и продлевать при этом срок действия билета. При перевозке пассажиров в поезде, следующем по туристическому маршруту, делать промежуточную остановку в пути следования с продлением срока действия проездного документа пассажира не допускается, отмечается в приказе ведомства об утверждении правил туристских железнодорожных перевозок. В случае, когда поездка была прекращена по инициативе пассажира, он не сможет возобновить ее в поезде с аналогичным турмаршрутом. Кроме того, при нарушении общественного порядка пассажир может быть высажен из такого поезда без возврата средств. Однако из турсоставов нельзя удалять безбилетных детей до 16 лет, которые путешествуют без сопровождения взрослых. Документом предусмотрено и множество других правил. Например, в состав при определенных условиях могут быть включены тематические вагоны. Напомним, туристический поезд – это комфортабельный состав, который предназначен для путешествий по туристическому маршруту, своеобразный отель на колесах. Раньше у таких поездов не было специальных правил. Приказ Минтранса будет действовать до 1 марта 2032 года.
На этом наш выпуск завершен. Все выпуски программы вы сможете посмотреть на нашем сайте vttkr.ru, а все последние новости российского транспорта и роад-бизнеса в нашем телеграм-канале. В студии был Савелий Афензов. Берегите себя и своих близких. До встречи в марте.